Здравствуйте! Если ваша герань вянет, не цветет и кажется, что с ней уже ничего не поделаешь, обязательно посмотрите это видео. Здесь вы узнаете, как с помощью простой янтарной кислоты можно буквально вернуть герань к жизни и добиться пышного цветения даже от самых слабых растений. А главное, я расскажу, когда ее применять нельзя, чтобы не навредить. Это особенно важно. Сегодня я хочу поделиться с вами темой, которая за последние пару лет буквально изменила мое отношение к уходу за геранью. Это будет не научный доклад и не пересказ Википедии. Это моя личная история, мой опыт, мои ошибки и мои открытия. И все это про одну простую, но волшебную вещь – янтарная кислота для герани. Когда-то давно, когда я только начинала увлекаться комнатными растениями, у меня герань ассоциировалась с чем-то деревенским, бабушкиным. Стоит такая в простом горшочке, слегка неухоженная, с обломанными листьями и редкими соцветиями. Ну, вы понимаете, о чем я. Я даже не думала, что это растение может быть таким благодарным, таким роскошным в цветении, если его просто полюбить. А потом я познакомилась с пеларгонией поближе. И началась наша дружба. Порой трудная, порой волнующая, но все равно невероятно теплая. Переломный момент наступил тогда, когда однажды весной я заметила, что мои пеларгонии после зимы выглядят, как будто им не хватило сил даже просто дожить до марта. Поблекшие листья, редкие цветоносы, слабенькие стебли. Хотя поливала я правильно, и свет им давала, и даже пересаживала некоторых. Но вот не было в них того блеска, той силы. Я обратилась к знакомой, у которой на подоконниках всегда был цветущий рай. И она мне сказала: попробуй янтарную кислоту. Это не чудо, но почти. Я купила пакетик янтарки. Маленький, неприметный. Развела, как она мне посоветовала. И аккуратно полила каждую свою герань. Не ждала ничего. Просто сделала из интереса. А через пару недель я не поверила своим глазам. Мои пеларгонии ожили. Яркая зелень, набухшие почки. Появился тот самый упругий, сильный рост. Как будто кто-то вдохнул в них вторую жизнь. И с тех пор подкормка герани янтарной кислотой стала для меня традицией. Сейчас я расскажу вам подробнее, что это такое, как применять, какие нюансы учитывать и почему я считаю янтарную кислоту одним из самых доступных, безопасных и эффективных средств. Во-первых, давайте честно, янтарная кислота – это не удобрение в привычном понимании. В ней нет макроэлементов, ни азота, ни фосфора, ни калия, но она действует на растение как энергетик на человека. Она улучшает обмен веществ, помогает усваивать питание из почвы, усиливает дыхание клеток и стимулирует рост. И самое главное, она полностью безопасна. Ее невозможно передозировать, если вы придерживаетесь разумных дозировок. Она не накапливается в почве, не отравляет микрофлору и не вредит даже самым капризным растениям. Именно поэтому янтарная кислота для пеларгонии – это такой мягкий, но мощный инструмент поддержки, особенно после стрессов. Как я ее использую? У меня есть два способа. Первый – полив под корень. Раствор готовится очень просто. Берется примерно 1 грамм янтарной кислоты на литр теплой воды. Здесь важно учитывать, что таблетки янтарной кислоты могут быть разной дозировки – 100 мг, 250 мг, 500 мг. Поэтому обязательно читайте упаковку. Если, например, у вас таблетки по 100 мг, то для литра воды нужно 10 штук. Если по 500 мг, то всего 2. Если же вы используете янтарную кислоту в виде порошка, она часто продается в пакетиках по 10 грамм, то просто отмерьте нужное количество. Для литра раствора достаточно 1 грамма. Удобно использовать кухонные электронные весы или взять половину чайной ложки без горки. Если нет точных весов, это примерно и есть 1 грамм. Порошок легко растворяется в теплой воде. Просто размешайте его в небольшом количестве, а затем долейте воду до нужного объема. Такой подход помогает получить однородный раствор без комочков и быстро приступить к поливу. Раствор получается прозрачный, без осадка и готов к применению. Затем я просто поливаю герань, как при обычном поливе, но не по сухой почве, а слегка увлажненной. Это важно, чтобы корни не получили стресс. Весной я провожу такую подкормку 1 раз в 2-3 недели, начиная с конца марта или начала апреля, как только появляются первые признаки роста, и продолжаю до начала июня, когда растения активно наращивают зеленую массу и готовятся к цветению.
За этот период я делаю 3-4 полива. Летом, особенно в жару, я немного сокращаю количество подкормок. Достаточно 1 раза в месяц. В это время растение направляет силы на цветение, и избыточная стимуляция может даже ослабить цветы. Но если вы видите, что герань приостановила рост или начала вянуть, один дополнительный полив янтарной кислотой будет очень кстати. Осенью, когда цветение идет на спад, я провожу последнюю подкормку в сентябре, чтобы помочь растению легче пережить сезонное снижение активности. После этого даю герани отдохнуть и не трогаю ее до конца зимы. А вот зимой особое внимание. Если герань стоит на прохладном подоконнике, в покое, я не использую никаких подкормок, включая янтарную кислоту. Но если у вас дома тепло, есть досветка, и растение продолжает понемногу расти, можно дать ей поддерживающий полив раствором не чаще 1 раза в 1,5 месяца. Только в очень слабой концентрации, примерно 0,5 грамма на литр воды. Таким образом, вы получаете полноценную круглогодичную систему поддержки, мягкую, безопасную и эффективную. Обычно я использую около 150-200 мл раствора на горшок среднего размера, диаметром 12-14 см. Для больших экземпляров до 300 мл, а для маленьких достаточно 100 мл. Главное не заливать, а равномерно смочить весь верхний слой грунта. И тогда ваша герань в ответ будет радовать вас круглый год. То пышной зеленью, то новыми бутонами, то просто своим здоровым видом и энергией. Второй способ применения – опрыскивание по листьям. Особенно хорошо делать это, если вы видите, что листья стали тусклыми, вялыми или на них заметны следы стресса. Для этого я делаю более слабый раствор, чем для полива. Достаточно 0,5 грамма янтарной кислоты на литр воды. Это примерно половина обычной дозы. Если вы используете таблетки, то ориентируйтесь на их вес. Одна таблетка в 100 мг – это всего 0,1 грамма. Значит, чтобы получить нужную концентрацию 0,5 грамма, нужно 5 таких таблеток. Если таблетки по 250 мг, достаточно 2. Раствор должен быть прозрачным, без осадка, и наносится с помощью мелкодисперсного пульверизатора. Главное не опрыскивать на солнце, чтобы не было ожогов. Лучше проводить процедуру рано утром или вечером в пасмурную погоду или при рассеянном свете. Я заметила, что после таких опрыскиваний листья становятся плотнее, ярче, герань активнее выпускает боковые побеги. Это важно, поскольку вы хотите сформировать пышный, красивый кустик, а не одну вытянутую палку с цветами. Теперь немного о сочетании с другими удобрениями. Янтарную кислоту можно сочетать с другими удобрениями, но я стараюсь сделать перерыв. Например, 1 неделю янтарная кислота, через неделю комплексное минеральное удобрение для цветущих. Это дает отличный результат. Не перегружаю растения, но и не оставляю без подпитки. Один важный момент. Если у вас герань после болезни или после сильной обрезки, янтарная кислота творит чудеса. Я не раз восстанавливала ею даже полуголые веточки, которые, казалось, вот-вот засохнут. Главное не торопить, дать время и наблюдать. А еще хочу сказать, янтарная кислота помогает не только пеларгониям. Я использую ее и для фиалок, и для замиокулькасов, и даже для орхидей, по листу и аккуратно. Но именно герань отзывается на нее особенно благодарно. У нее как будто включается какой-то внутренний генератор роста. Вы это увидите сами, как только попробуете. Кстати, есть еще один секрет. Иногда я добавляю в раствор буквально каплю меда или сока алоэ для усиления эффекта. Это не обязательно, но на уставших или ослабленных растениях работает особенно хорошо. Мед действует как натуральный стимулятор и источник микроэлементов, а алоэ обладает адаптогенными свойствами и помогает растению быстрее восстановиться после стресса или обрезки. Я беру буквально 1 каплю на литр раствора. Этого достаточно, чтобы усилить действие янтарной кислоты, не перегрузив растение. Особенно хорошо такие добавки работают после пересадки, период болезни или при сильной жаре. Если вы видите, что герань потеряла силу, попробуйте такой вариант. Это как домашний бульончик для цветка, мягкий, питательный и целебный. Но важно помнить,
Несмотря на всю мягкость, бывают случаи, когда от янтарной кислоты лучше отказаться. Например, если растение находится в глубокой стадии покоя, зимой на холодном подоконнике, когда нет ни роста, ни цветения. В такие периоды герань отдыхает, и стимуляция только нарушит естественные процессы. Также не стоит применять янтарную кислоту сразу после пересадки, особенно если корневая система была повреждена. Лучше дать растению несколько дней на адаптацию. Очень важный момент – не применять янтарную кислоту во время болезни растения. Если герань заражена грибком, бактериями или вредителями, любые стимуляторы роста могут только усугубить ситуацию. Почему? Потому что растение в этот момент тратит все силы на борьбу с болезнью, а янтарная кислота запускает процессы роста, тем самым отвлекая ресурсы. В результате герань может ослабнуть еще сильнее. Вначале вылечите, укрепите, создайте спокойные условия, и только потом, когда растение пойдет на поправку, можно начинать мягкую стимуляцию. И, конечно, если вы уже используете другие стимуляторы или активные удобрения, не совмещайте их в один день. Дайте время на усвоение. Янтарная кислота – это не экстренная скорая помощь, а деликатная поддержка, которая работает лучше всего в нужное время и в правильной дозировке. И напоследок, мой личный вывод. Подкормка герани янтарной кислотой – это не магия, это забота, это внимание, это желание помочь. И если вы с душой подойдете к этому процессу, ваши герани ответят вам пышным цветением, сильными побегами и той самой радостью, когда заходишь в комнату, а там праздник в горшке. Попробуйте не один раз, не от случая к случаю, а сделайте это частью своего ухода. Пусть это будет ваш личный ритуал. Делитесь своим опытом, спрашивайте, пишите. Я всегда рядом. До скорого!